Глава 4. Хинарос. Я проснулся около 8 утра и обнаружил, что Лагорда уже высушила на солнце мою одежду и приготовила завтрак. Мы сели на кухне на обеденном помосте. Закончив завтрак, я спросил о Лидии и Хосефине. Казалось, они исчезли из дома. «Они помогают Соледат», — сказала Лагорда. «Она готовится к отъезду». «Куда она собирается?» «Куда-нибудь подальше отсюда. У нее нет больше причин оставаться здесь. Она ждала тебя, и ты уже приехал». «Сестрички собираются вместе с ней?» «Нет, они просто не хотят сегодня быть здесь. Похоже, им сегодня здесь находиться не стоит». «Почему не стоит?» «Сегодня повидаться с тобой приходят Хинарос, а девочки не ладят с ними. Если они соберутся все вместе, между ними начнется самая ужасная борьба. В прошлый раз они чуть не поубивали друг друга». «Они бросаются физически?» «Можешь не сомневаться. Все они сильные, и никто из них не хочет быть на вторых ролях. Нагваль предупреждал, что так и будет, но я бессильно остановить их. Более того, я вынуждена принимать чью-то сторону, так что получается та еще тюрьма». «Откуда ты знаешь, что Хинарос придут сегодня?» «Я не виделась с ними. Я просто знаю, что сегодня они будут здесь. Вот и все». «Ты знаешь это потому, что видишь гордо?» «Правильно. Я вижу их идущими. И один из них идет прямо к тебе, потому что ты тянешь его». Я заверил ее, что никого персонально не тянул. Я добавил, что никому и не заикался о цели своей поездки, но предпринял ее, чтобы выяснить кое-что у Паблита и Нестора. Сдержанно улыбнувшись, она сказала, что судьба свела меня с Паблито, так как мы очень похожи, и прежде всего, несомненно, именно он рассчитывает увидеть меня. Лагорда добавила, что все происходящее с воином можно интерпретировать как знак. Следовательно, мое столкновение с Соледат было знаком о том, что именно мне предстоит выяснить в этот мой приезд. Я попросил ее объяснить, что она хочет этим сказать. «Сейчас мужчины дадут тебе очень мало», — сказала она. «Именно женщины разорвут тебя на клочки, как это сделала Соледат. Вот что я хотела тебе сказать, если только правильно поняла знак. Ты ждешь Хинарос, но они мужчины, подобные тебе. И обрати внимание на другой знак. Они чуть-чуть позади. Я бы сказала, на пару дней позади. Твоя судьба, как и у них, мужчин, быть на несколько дней позади». «Позади чего, гордо?» «Позади всего. Позади нас, женщин, например». Она засмеялась и погладила меня по голове. «Неважно, что ты упрям», — сказала она. «Ты убедишься в моей правоте. Жди и смотри». «Разве Нагваль говорил тебе о том, что мужчины позади женщин?» — спросил я. «Конечно», — ответила она. «Все, что ты должен делать, это смотреть вокруг». «Я так и делаю, гордо, но я не вижу ничего подобного. Женщины всегда позади, они зависят от мужчин». Она засмеялась. В ее смехе не было ни пренебрежения, ни язвительности. Скорее, он был выражением чистого веселья. «Ты знаешь мир людей лучше, чем я», — твердо сказала она. «Но я уже бесформенная, а ты нет. Я говорю тебе, женщины как маги лучше, потому что перед нашими глазами есть трещина, а перед вашими нет». Она не казалась сердитой, но я счел нужным объяснить, что задавал вопросы или делал замечания не потому, что нападал или защищался, а потому, что мне хотелось поговорить с ней. Она сказала, что только и делает, что говорит со мной с тех пор, как мы встретились, и что Нагваль для этого и научил ее разговаривать. «Все, что мы говорим, — продолжала она, — является отражением мира людей. Ты поймешь еще до отъезда, что ты говоришь и действуешь, так только потому, что цепляешься за свою человеческую форму, как Хинарос и сестрички за свою, когда стремятся убить друг друга. Но разве вы не обязаны сотрудничать с Паблито и Нестором? Хинаро и Нагваль сказали всем нам, что мы должны жить в гармонии, помогать и защищать друг друга, потому что мы одиноки в этом мире. Мы вчетвером оставлены на попечение Паблито, но он трус. Если бы это зависело от него, то он бросил бы нас подыхать, как собак. Впрочем, когда Нагваль был здесь, Паблито был очень любезен с нами и очень о нас заботился. Мы обычно подразнивали его и шутили, что он заботится о нас так, словно мы его жены. Нагваль и Хинаро сказали ему перед уходом, что у него есть реальный шанс стать Нагвалем, так как мы могли бы стать его 4 ветрами, его 4 сторонами света. Паблито воспринял это как свое задание и с тех пор изменился. Он просто невыносим и стал вести себя и командовать нами так, словно мы в действительности были его женами.
Я спросила Нагваля о шансах Паблита, и он сказал мне, что я должна знать, что в мире воина все зависит от личной силы, а личная сила зависит от безупречности. Если бы Паблито был безупречен, он имел бы шанс. Я засмеялась, услышав это. Я знаю Паблито очень хорошо. Но Нагваль объяснил, что нельзя относиться к этому легкомысленно. Он сказал, что у воинов всегда есть шанс, пусть даже и незначительный. Он заставил меня понять, что я воин и не должна препятствовать Паблито своими мыслями. Он сказал также, что я должна устранить их и предоставить Паблито самому себе, что безупречное действие для меня — это помогать Паблито, что бы там ни было мне о нем известно. Я поняла, что сказал Нагваль. Кроме того, у меня есть собственный долг перед Паблито, и я всегда при случае помогала ему. Но я знала, что, несмотря на мою помощь, он все равно потерпит неудачу. Я также знала, что у него нет того, что делало бы его подобным Нагвалю. Из-за своей небезупречности он просто жалок, но все еще хочет стать Нагвалем. Как он потерпел неудачу? Когда Нагваль ушел, у Паблито произошла смертельная схватка с Лидией. Несколько лет тому назад Нагваль дал ему задание стать мужем Лидии, но только для видимости. Местные жители думали, что она его жена. Лидии это было неприятно. Она очень вспыльчивая. Дело в том, что Паблито всегда боялся ее до смерти. Они никогда не могли поладить друг с другом и терпели друг друга только потому, что рядом был Нагваль. Но когда он ушел, Паблито стал еще более ненормальным, чем был, и пришел к убеждению, что у него достаточно личной силы, чтобы сделать нас своими женами. Трое Хинарос собрались вместе, обсудили дальнейшие действия Паблито и решили, что сначала он должен взяться за самую несговорчивую женщину, Лидию. Дождавшись, когда она останется одна, все трое вошли в дом, схватили ее за руки, повалили на постель, и Паблито забрался на нее. Сначала она думала, что Хинарос шутят, но когда она поняла, что у них серьезные намерения, то ударила Паблито головой в середину лба и чуть не убила его. Хинарос убежали, а Нестору пришлось несколько месяцев лечить рану Паблито. Могу ли я хоть чем-то помочь им? Нет. К несчастью, их проблема заключается не в понимании. Все шестеро очень хорошо все понимают. На самом деле трудность в чем-то ином, очень угрожающем, и ничто не может помочь им. Они индульгируют в попытке остаться неизменными, так как они знают, что сколько бы они ни пытались, нуждались или хотели, но успеха в изменении не добьются, то вообще отказались от всяких попыток. Это так же неправильно, как и чувствовать себя обескураженным своими неудачами при попытке изменения. Нагваль говорил каждому из них, что воины, как мужчины, так и женщины, должны быть безупречными в своих усилиях измениться, чтобы вспугнуть свою человеческую форму и стряхнуть ее. Как сказал Нагваль, после многих лет безупречности наступает момент, когда форма не сможет больше выдержать и уйдет, как она покинула меня. Конечно, при этом она повреждает тело и может даже убить его, но безупречный воин всегда выживет. Внезапный стук в дверь прервал ее. Лагорда встала и пошла открывать. Это была Лидия. Она как-то очень официально приветствовала меня и попросила Лагорду пойти вместе с ней. Они ушли. Я был рад остаться в одиночестве. Несколько часов я работал над своими заметками. На открытой обеденной площадке было светло и прохладно. Лагорда вернулась около полудня. Она спросила меня, хочу ли я есть. Я не был голоден, но по ее настоянию поел. Она сказала, что контакты с союзниками очень изнурительны, и что она чувствует себя очень слабой. После еды я сел вместе с Лагордой и собрался расспросить ее о сновидении, но внезапно дверь отворилась, и вошел Паблито. Он часто и тяжело дышал. Видимо, он бежал и был очень возбужден. С минуту он стоял у двери, переводя дыхание. Он мало изменился. Пожалуй, он выглядел немного старше. Может быть, чуть массивнее или, может быть, только более мускулистым. Однако он все еще оставался таким же худощавым и жилистым. Он был бледен, словно давно не был на солнце. Яркость его глаз контрастировала с едва заметными признаками утомления на лице. Я помнил очаровательную улыбку Паблито, а когда он стоял там, глядя на меня, его улыбка была столь же прекрасной, как и всегда. Он подбежал ко мне и молча схватил меня за руки.
Я встал, а он слегка встряхнул и обнял меня. Я тоже был рад видеть его и подпрыгивал от радости, как ребенок. Я не знал, что сказать. Наконец он нарушил молчание. «Маэстро», — сказал он, радостно слегка наклоняя голову, как бы в знак преклонения передо мной. Титул «маэстро», «учитель», застал меня врасплох. Я обернулся, как бы ища кого-то, кто находился прямо за мной. Я умышленно утрировал свои движения, чтобы показать свое недоумение. Он улыбался, и единственное, что пришло мне в голову, это спросить, как он узнал о моем приезде. Он сказал, что Нестора и Бениньо заставило спешно вернуться необычайно сильное предчувствие. Оно заставило их бежать сутки без передышки. Нестор пошел домой, чтобы узнать, нет ли там чего-то объясняющего их ощущения. Бениньо пошел в городок к Соледад, а он сам к дому девушек. «Ты попал в точку, Паблито», — сказала Лагорда и засмеялась. Паблито не ответил и свирепо посмотрел на нее. «Я уверен, что ты собираешься вывести меня из себя», — сказал он очень гневно. «Не борись со мной, Паблито», — спокойно ответила Лагорда. Паблито повернулся ко мне и извинился, а затем очень громко добавил, словно хотел, чтобы кто-то еще услышал его, что он принес с собой собственный стул, чтобы сидеть на нем и ставить его там, где ему захочется. «Вокруг никого нет, кроме нас», — мягко сказала Лагорда и фыркнула. «В любом случае, я внесу свой стул», — сказал Паблито. «Ты не против, маэстро?» Я взглянул на Лагорду. Она подала мне едва заметный знак разрешения кончиком ступни. «Вноси все, что хочешь», — сказал я. Паблито вышел из дому. «Они такие всегда», — сказала Лагорда, — «все трое». Спустя несколько минут Паблито вернулся, неся на плечах необычного вида стул. Форма стула совпадала с очертаниями его спины, так что, когда он нес его на спине в перевернутом виде, стул был похож на рюкзак. «Можно мне поставить его?» — спросил он. «Конечно», — сказал я, отодвигая скамейку, чтобы освободить место. Он засмеялся с преувеличенной непринужденностью. «Разве ты не Нагваль?» — спросил он. «Или ты должен ожидать распоряжения?» «Я Нагваль», — шутливо ответил я, чтобы ублажить его. Я чувствовал, что он ищет повод для ссоры с Лагордой. Она, должно быть, тоже почувствовала это, потому что извинилась и вышла в заднюю часть дома. Паблито положил руки на спинку стула. Затем он взял стул в одну руку, развернул его и сел, заложив руки за спинку, что позволяло ему сидеть на нем с максимальным удобством. Я сел напротив. С уходом Лагорды его настроение совершенно изменилось. «Я должен попросить у тебя прощения за свое поведение», — улыбаясь, сказал он. «Но мне нужно было отделаться от этой ведьмы». «Разве она такая плохая, Паблито?» «Можешь не сомневаться в этом», — ответил он. Чтобы переменить тему, я сказал, что он выглядит прекрасно. «Ты сам выглядишь прекрасно, маэстро», — сказал он. «Что за бред? Какой тебе маэстро?» — спросил я насмешливо. «Многое изменилось», — сказал он. «Мы находимся в новых условиях. И свидетель говорит, что ты теперь маэстро. А свидетель не ошибается. Но он сам расскажет тебе эту историю. Он скоро здесь появится и рад будет видеть тебя снова. Когда мы возвращались обратно, мы все почувствовали, что ты, видимо, уже в пути, но никто из нас не почувствовал, что ты уже прибыл». Тут я сказал, что приехал с единственной целью — увидеть его и Нестора, и что только с ними я могу поговорить о нашей последней встрече с Доном Хуаном и Доном Хенаро и рассеять мою неуверенность по поводу этой встречи. «Мы связаны друг с другом», — сказал он. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе. Однако я должен предупредить, что я не такой сильный, как ты думаешь. Лучше бы нам, наверное, не говорить вообще. Но, с другой стороны, если мы не поговорим, то никогда ничего не поймем». Тщательно подбирая слова, я объяснил, что все мое затруднительное положение заключается в одном единственном рациональном вопросе. «Скажи мне, Паблито», — спросил я, — «мы действительно прыгнули в пропасть?» «Я не знаю», — ответил он, — «я действительно не знаю. Но ведь ты был рядом со мной». В том-то и дело, был ли я там в самом деле. Я был раздражен его загадочными ответами. У меня было такое чувство, что если бы я встряхнул его или стиснул, что-то в нем бы освободилось. Мне казалось, что он намеренно утаивает нечто важное. Я сказал, что он, видимо, решил быть скрытным со мной, хотя нас связывают узы полного доверия.
Паблито качнул головой, как бы молча возражая против моего обвинения. Я попросил его описать все переживания, начиная с момента, когда Дон Хуан и Дон Хинара готовили нас к заключительному прыжку. Ответ Паблито был невнятным и путанным. Все, что он мог вспомнить о последних минутах перед нашим прыжком в пропасть, это то, что Дон Хуан и Дон Хинара попрощались с нами и скрылись в темноте. В тот момент его сила иссякла, и он был на грани срыва, но я взял его за руку и повел к краю пропасти, и там он отключился. Что случилось потом, после того, как ты отключился, Паблито? Я не знаю. Были ли у тебя видения? Что ты видел? Что касается меня, то у меня не было никаких видений. А если и были, то я не мог уделить им должного внимания. Мое отсутствие безупречности мешает мне вспомнить их. А потом что случилось? Я проснулся на старом месте Хинара. Не знаю, как я туда попал. Он замолчал, а я лихорадочно подыскивал в уме какой-нибудь вопрос или критическое замечание в надежде разговорить его. Фактически в ответе Паблито не было ничего, что могло бы помочь объяснить случившееся. Я почувствовал себя обманутым и почти рассердился. Меня одолевало смешанное чувство разочарования в Паблито и жалости к нам обоим. «Мне жаль, что я так разочаровал тебя», — сказал Паблито. Моей мгновенной реакцией на его слова было скрыть свои ощущения и заверить его, что я вовсе не разочарован. «Я маг», — сказал он, — «скверный маг, но этого достаточно, чтобы знать, что мое тело говорит мне. И сейчас оно говорит мне, что ты на меня сердишься». «Я не сержусь, Паблито», — воскликнул я. «Это говорит твой разум, но не твое тело», — сказал он. «Твое тело сердится. Твой разум, однако, не находит причины сердиться на меня. Так что ты попал под перекрестный огонь. Самое малое, что я могу для тебя сделать, так это распутать все это. Твое тело сердится, так как оно знает, что я не безупречен, и что только безупречный воин может помочь тебе. Твое тело сердится, потому что знает, что я опустошаю тебя. Оно поняло это в ту минуту, когда я вошел в эту дверь. Я не знал, что сказать, и почувствовал внезапный приступ раскаяния. По-видимому, он был прав, когда говорил, что мое тело знает все это. Во всяком случае, прямота его тирады притупила остроту моего разочарования. Я спросил себя, не играет ли сейчас Паблито в какую-то игру со мной. Мне показалось, что с его прямотой и уверенностью он, видимо, не мог быть таким слабым, каким себя изображает. Я сказал ему об этом. «Моя слабость привела к тому, что у меня даже появилось томление», — сказал он шепотом. «Я томлюсь по жизни обычного человека. Можешь ли ты поверить в это?» «Этого не может быть, Паблито», — воскликнул я. «Может», — ответил он. «Я тоскую по своей привилегии ходить по земле, как обычный человек, без этого ужасного бремени». Я нашел его позицию просто невозможной, и снова восклицал, что этого не может быть. Паблито посмотрел на меня и вздохнул. Внезапно меня осенило. Он, по-видимому, готов был разрыдаться. Мое понимание этого повлекло за собой интенсивное сочувствие. Никто из нас не мог помочь друг другу. В этот момент на кухню вернулась Лагорда. Паблито, казалось, мгновенно оживился. Он вскочил на ноги и затопал по полу. «Какого дьявола тебе надо?» — завопил он визгливым нервным голосом. «Почему ты шныряешь вокруг?» Лагорда обратилась ко мне, словно его и не существовало. Она вежливо сказала, что собирается пойти в дом к Донье Солидат. «На кой черт нам беспокоиться, куда ты идешь?» — взвизгнул он. «Можешь отправляться хоть к чертовой матери». Он затопал по полу, как капризный ребенок. Лагорда, не обращая на него внимания, стояла и улыбалась. «Давай уйдем из этого дома, маэстро», — громко сказал он. Его внезапный переход от печали к гневу заворожил меня. Я целиком ушел в наблюдение за ним. Одной из его характерных черт была изумляющая меня необыкновенная легкость движений. Даже когда он топал ногами, движения его были грациозны. Внезапно он протянул руку над столом и чуть не вырвал мой блокнот. Он схватил его большим и указательным пальцами левой руки. Мне пришлось удерживать его изо всех сил обеими руками. В его тяге была огромная сила, так что если бы он действительно хотел забрать блокнот, он сделал бы это без труда. Но он отпустил его, и когда он убирал руку, у меня появилось мимолетное впечатление, что она чем-то удлинена. Это случилось так быстро, что
что я мог объяснить это иллюзией, вызванной внезапностью толчка, произведенного огромной силой его попытки выдернуть блокнот. Но я был уже научен тому, что нельзя объяснять действия этих людей обычным образом, поэтому не стал и пытаться. «Что у тебя в руке, Паблито?» — спросил я. Он отпрянул и изумленно спрятал руку за спину, смущенно пробормотав, что нам надо поскорее оставить этот дом, так как здесь ему становится дурно. Лагорда громко рассмеялась и сказала, что Паблито такой же хороший притворщик, как Хосефина, а может даже и лучше. И если я буду настаивать, чтобы он сказал, что у него в руке, он упадет в обморок, и Нестору придется выхаживать его несколько месяцев. Паблито начал задыхаться. Его лицо побагровело. Лагорда равнодушно велела ему прекратить спектакль, потому что здесь нет достойной его публики. Она уходит, а у меня не хватит терпения. Затем она обернулась ко мне и властно сказала, чтобы я не ходил в Хинарос. «Почему к дьяволу нет?» — завопил Паблито и подскочил к ней, словно пытаясь помешать ей уйти. «Какое нахальство говорить маэстро, что он должен делать. У нас была стычка с союзниками прошлой ночью», — сказала Лагорда Паблито, как нечто само собой разумеющееся. «Нагваль и я еще не пришли в себя после этого. Я бы на твоем месте, Паблито, уделила внимание работе. Ситуация изменилась. Все изменилось после его приезда». Лагорда вышла через переднюю дверь. Я начал понимать, что она действительно выглядит очень усталой. То ли ее туфли были ей чересчур тесны, то ли она была настолько слаба, что едва волочила ноги. Она казалась маленькой и хрупкой. Я подумал, что должно быть, и сам выгляжу усталым. Поскольку в доме не было зеркал, мне захотелось выйти наружу и посмотреть на себя в боковое зеркальце моей машины. Я, наверное, так бы и сделал, но Паблито помешал мне. Очень искренне он попросил меня не верить ни слову из того, что она сказала о нем как о притворщике. Я предложил ему не беспокоиться об этом. «Ты страшно не любишь Лагорду, правда?» — спросил я. «Можешь повторить еще раз», — сказал он с лютым видом. «Ты лучше других знаешь, как опасны эти женщины. Нагваль сказал, что однажды ты приедешь сюда и попадешь к ним в лапы. Он умолял нас быть начеку и предупредить тебя об их замыслах. Нагваль сказал, что у тебя имеется одна из 4 возможностей. Если бы наша сила была достаточной, мы могли бы привести тебя к себе, предостеречь и спасти тебя. Если бы у нас было мало силы, то мы пришли бы сюда как раз для того, чтобы увидеть твой труп. 3 было бы найти тебя пленником Донья Соледад или одной из этих омерзительных баб. 4 и самый невероятный было бы найти тебя живым и здоровым. Нагваль сказал, что если ты останешься в живых, ты сам станешь Нагвалем, и мы должны будем верить тебе, потому что только ты сможешь нам помочь. Я сделаю все для тебя, что смогу, Паблито, ты знаешь это. Не только для меня, я не один. Свидетель и Бениньо со мной. Мы вместе, и ты должен помочь всем нам. Конечно, Паблито, об ином не может быть и речи. Люди здесь, в округе, никогда не беспокоили нас. Все наши проблемы связаны с этими безобразными мужеподобными уродинами. Мы не знаем, что делать с ними. Нагваль приказал нам оставаться возле них, несмотря ни на что. Раньше я был очень счастлив. Теперь я, кажется, больше не смогу наладить свою жизнь. Что случилось, Паблито? Эти ведьмы выжили меня из дому. Они взяли верх и выбросили меня из дому как мусор. Теперь я живу в доме Хинаро вместе с Нестором и Бениньо. Нагваль сказал, что такое может случиться, и дал Лагорде задание быть посредником между нами и этими 3 суками. Но Лагорда все еще остается той же, кого Нагваль обычно называл 220 задниц. Он дал ей это прозвище потому, что она весила 220 фунтов, и она носила его много лет. При воспоминании о Лагорде Паблито фыркнул от смеха. «Она была самой жирной и вонючей недотекой, какую только можно представить», — продолжал он. «Сейчас она весит вдвое меньше, но по своему уму все еще остается такой же толстой и ленивой и ничего не может сделать для нас. Но теперь ты здесь, маэстро, и наши беды позади. Теперь нас 4 против 4. Я хотел вставить замечание, но он остановил меня. «Позволь мне закончить то, что я хотел сказать прежде, чем эта ведьма вернется обратно, чтобы вышвырнуть меня», — сказал он, нервно поглядывая на дверь. «Я знаю, что они сказали тебе, что вы 5 одно и то же, так как вы дети Нагваля. Это ложь. Ты подобен и нам, Хинарос, потому что Хинаро помогал тебе формировать твою светимость. Ты тоже один из нас. Понимаешь, что я имею в виду? Так что не верь тому, что они говорят.
точно так же ты принадлежишь и нам. Ведьмы не знают, что Нагваль рассказал нам все. Они думают, что только они все знают. Нас сделали два Талтека, мы дети обоих. Эти ведьмы... Постой, Паблито, сказал я, закрыв ему рот рукой. Он остановился, явно испуганный моим внезапным жестом. Что ты имеешь в виду, говоря, что понадобились два Талтека для того, чтобы сделать нас? Нагваль говорил нам, что мы Талтеки. Он сказал нам, что Талтек — это получатель и хранитель тайн. Нагваль и Хинаро — Талтеки. Они дали нам свою особую светимость и свои тайны. Мы получили тайны, и теперь храним их. Использование им слова «Талтек» озадачило меня. Я был знаком только с его антропологическим значением. В этом контексте оно относилось к культуре говорящего на языке Неуаль народа в Центральной и Южной Мексике, которая ко времени конкисты уже угасла. «Почему он назвал нас Талтеками?» — спросил я в полном недоумении. «Потому что мы ими являемся. Вместо того, чтобы называть нас магами или колдунами, он говорил, что мы Талтеки. Но если это так, то почему ты называешь сестричек ведьмами? А это потому, что я ненавижу их. Это не имеет никакого отношения к тому, чем мы являемся». Нагваль говорил это всем? Да, конечно, все знают это. Но он никогда не говорил этого мне. Ну, это потому, что ты очень образованный человек и всегда начинаешь обсуждать любую ерунду. Он пронзительно рассмеялся и похлопал меня по спине. Нагваль случайно не говорил тебе, что Талтеки были древним народом, который жил в этой части Мексики? Спросил я. Видишь, куда тебя заносит? Вот почему он не говорил тебе об этом. Старый воин, наверное, и не знал, что Талтеки были древним народом. Смеясь, он стал раскачиваться на своем стуле. Смеялся он очень заразительно и с большим удовольствием. Потом встал и прошел к кухонной плите. Изучив содержимое горшка, стоявшего на малом огне, он спросил, кто приготовил эту еду. Я был совершенно уверен, что это дело рук Лагорды, но ответил, что не знаю. Он несколько раз принюхался к нему короткими вдохами, как собака, и заявил, что нос говорит ему, еду готовила Лагорда. Он спросил меня, пробовал ли я это, и когда я сказал, что закончил есть как раз перед его приходом, он взял миску с полки и положил себе огромную порцию. Он настоятельно порекомендовал мне есть только пищу, приготовленную Лагордой, и пользоваться только ее миской, как это делает он сам. Я ответил, что Лагорда и сестрички подавали мне еду в темной миске, которую держали на полке отдельно от остальной посуды. Он сказал, что она принадлежала самому Нагвалю. Мы вернулись к столу. Он ел молча и очень медленно. Его полная сосредоточенность заставила меня осознать, что все они ели в полном молчании всегда. «Лагорда — великая повариха», — сказал он, закончив есть. «Она обычно кормила меня. Это было много лет назад, когда она еще не ненавидела меня. До того, как она стала ведьмой, я имею в виду Талтеком». Он посмотрел на меня с искрой в глазах и подмигнул. Я почувствовал себя обязанным ответить ему, что Лагорда не производит на меня впечатление человека, способного кого-то ненавидеть. Я поинтересовался, знает ли он, что она потеряла свою форму. «Это сплошной вздор», — воскликнул он. Он уставился на меня, как бы оценивая мой удивленный взгляд, а затем закрыл лицо рукой и захихикал, как смущенный ребенок. «Ну хорошо, она действительно сделала это», — сказал он. «Она просто великолепна. Почему же тогда ты не любишь ее?» «Я хочу кое-что рассказать тебе, маэстро, потому что верю тебе. Неправда, что я совершенно не люблю ее. Она самая лучшая. Она женщина Нагваля. Просто я веду себя с ней так, потому что мне нравится, когда она балует меня, и она делает это. Она никогда на меня не раздражается. Я могу делать все, что угодно. Иногда меня заносит. Мною овладевает физическое возбуждение, и я хочу отколотить ее. Когда это случается, она просто отходит в сторону, как это обычно делал Нагваль. В следующий момент она даже не помнит, что я сделал. Это настоящий бесформенный воин для тебя. Она ведет себя точно так же со всеми. Но остальные для нас — сущий кошмар. Мы по-настоящему плохие. Те три ведьмы ненавидят нас, а мы ненавидим их. Вы маги, Паблито. Неужели вы не можете прекратить ваши пререкания? Конечно же можем, но не хотим. Ты что, ждешь от нас, что мы будем братьями и сестрами? Я не знал, что сказать. Они были женщинами Нагваля, продолжал он.
И все же все ожидали, что возьму их я. Как во имя неба я должен был сделать это? Я сделал попытку с одной, но вместо того, чтобы помочь мне, эта ведьма-ублюдок чуть не убила меня. В результате теперь эти бабы остерегаются меня, словно я совершил преступление. Все, что я делал, это выполнял инструкции Нагваля. Он сказал мне, что я должен вступить в интимную связь с каждой из них по очереди, пока я не смогу владеть всеми вместе. Но я не мог вступить в интимную связь даже с одной. Я хотел спросить его о Донье Соледад и его матери, но не мог придумать предлог, чтобы перевести разговор на эту тему. С минуту мы молчали. «А ты ненавидишь их за то, что они пытались сделать с тобой, или нет?» — внезапно спросил он. Я увидел свой шанс. «Нет, ничуть», — сказал я. Лагорда объяснила мне их мотивы. Но вот нападение Доньи Соледад было очень жутким. Ты часто видишься с ней? Не отвечая, он смотрел в потолок. Я повторил свой вопрос, но вдруг заметил, что его глаза полны слез. Его тело конвульсивно вздрагивало от тихих рыданий. Он сказал, что когда-то у него была прекрасная мать, которую я без сомнения помню и сам. Ее звали Мануэлита, старая женщина, которая поставила на ноги 2 своих детей, работая ради этого как мул. Он испытывал самое глубокое почтение к женщине, которая любила и растила его. Но однажды его несчастливая судьба привела его к встрече с Хинаро и Нагвалем, и они, действуя совместно, разрушили его жизнь. Очень эмоционально Паблито сказал, что эти 2 дьявола взяли его душу и душу его матери. Они убили его Мануэлиту и оставили вместо нее эту жуткую ведьму, Соледад. Он посмотрел на меня глазами полными слез и сказал, что эта отвратительная женщина не его мать. Она никак не могла быть его Мануэлитой. Он безудержно рыдал. Я не знал, что сказать. Его эмоциональный взрыв был таким неподдельным, а слова такими правдивыми, что на меня нахлынула волна сентиментальности. Думая, как обычный цивилизованный человек, я должен был согласиться с ним. То, что его путь пересекся с путем Дона Хуана и Дона Хинаро, безусловно, выглядело как несчастье для Паблито. Я положил руку ему на плечо и сам едва не заплакал. После долгого молчания он встал и пошел вглубь дома. Я услышал, как он прочищает нос и умывается в бадье. Когда он вернулся, он казался более спокойным и даже улыбался. «Не пойми меня превратно, маэстро», — сказал он. «В том, что случилось со мной, я никого не виню. Это была моя судьба. Хинаро и Нагваль действовали как безупречные воины. Я просто слаб, вот и все. Поэтому я и потерпел неудачу при выполнении своего задания. Нагваль сказал, что мой единственный шанс — избежать нападения этой ужасной ведьмы. Это овладеть 4 ветрами и сделать их 4 сторонами света. Но я потерпел неудачу. Эти женщины были в сговоре с Соледад и не захотели помочь мне. Нагваль говорил, что если я потерплю неудачу, у тебя самого не останется никаких шансов. Если бы она убила тебя, то я должен был бежать ради спасения своей жизни. Правда, он сомневался, что я успею добраться даже до дороги. Он сказал, что, располагая твоей силой, вдобавок к тому, что эта ведьма уже знает, она будет несравненной. Поэтому, когда я потерпел неудачу в своей попытке овладеть 4 ветрами, я понял, что пропал. И, разумеется, возненавидел этих женщин. Но сегодня, маэстро, ты снова дал мне надежду. Я сказал, что его чувства к матери глубоко тронули меня. Но все происшедшее настолько потрясло и ужаснуло меня, что я сомневаюсь, что сейчас смогу дать ему хоть какую-то надежду. «Уже дал», — убежденно воскликнул он. Все это время я ужасно себя чувствовал. Любому станет не по себе, если тебя будет преследовать мать с топором в руке. Но теперь она выбыла из игры благодаря тебе и тому, что ты сделал. Эти женщины убеждены в том, что я трус, и поэтому ненавидят меня. В их тупых головах не укладывается, что мы просто разные. Ты и эти 4 женщин отличаетесь от меня, Нестора и Бениньо в одном. Все вы были, можно сказать, мертвы до того, как Нагваль нашел вас. Он говорил мне, что вы даже пытались покончить с собой. Мы не такие. Мы были благополучными, жизнерадостными и счастливыми. Мы противоположны вам. Вы отчаявшиеся люди, мы нет. Если бы Хинаро не встретился на моем пути, я был бы счастливым плотником. А может, уже бы и умер. Это не имеет значения. Я делал бы то, что мог, и это было бы прекрасно.
Его слова вызвали у меня любопытное настроение. Я вынужден был признать, что он прав. И эти женщины, и я, на самом деле мы были людьми отчаявшимися. Если бы я не встретил Дона Хуана, то, несомненно, был бы уже мертв. Но я не мог сказать, как Паблито, что в любом случае я чувствовал бы себя прекрасно. Дон Хуан дал жизнь и энергию моему телу и свободу моему духу. Утверждения Паблито заставили меня вспомнить слова Дона Хуана об одном старике, моем друге. Дон Хуан сказал очень выразительно, что жизнь или смерть этого старика не имеют абсолютно никакого значения. Я почувствовал некоторое раздражение, так как подумал, что Дон Хуан хватил через край. Я сказал, что, конечно, жизнь или смерть этого старика не имеют никакого значения, поскольку все в мире имеет какое-то значение только лично для каждого из нас. «Ты сказал!» — воскликнул он и засмеялся. «Это именно то, что я имею в виду. Жизнь и смерть этого старика не имеют значения для него лично. Он мог бы умереть в 1929 или в 1950 году, или жить до 1965 года. Это не имеет значения. Все одинаково бестолково для него». До встречи с Доном Хуаном вся моя жизнь протекала по этому руслу. Ничто никогда не было важным для меня. Я действовал так, как если бы определенные вещи волновали меня, но это было только рассчитанной уловкой, чтобы казаться чувствительным человеком. Заговорив, Паблито прервал мои размышления. Он спросил, не задел ли он моих чувств. Я заверил его, что это пустяки. Продолжая разговор, я поинтересовался, как он встретился с Доном Хуаном. «Моя судьба пришла в виде болезни моего хозяина», — сказал он. «Мне пришлось пойти вместо него на городской рынок, чтобы построить там новую секцию мануфактурных киосков. Я работал там 2 месяца. Там я встретил дочь владельца одного из киосков. Мы влюбились друг в друга. Я сделал прилавок киоска ее отца немного пошире, чтобы мы могли заниматься любовью под стойкой, а ее сестра в это время обслуживала покупателей. Однажды Хенаро принес торговцу напротив мешок лекарственных трав, и во время разговора с ним заметил, что прилавок мануфактурной лавки сотрясается. Он внимательно посмотрел на стойку, но увидел только полусонную сестру, сидящую на стуле. «Тот человек, — сказал Хенаро, — что каждый день примерно в это время этот прилавок так трясется». На следующий день Хенаро привел Нагваля посмотреть на трясущийся прилавок, и он действительно в тот день трясся. Они пришли на следующий день, и киоск содрогался снова. Тогда они стали ждать, пока я выйду. В тот день я познакомился с ними, а после этого Хенаро рассказал мне, что он травник, и предложил изготовить снадобье, против которого не устоит ни одна женщина. Я любил женщин и попался на это. Он, конечно, сделал снадобье для меня, но для этого ему понадобилось 10 лет. За это время я хорошо узнал его и полюбил как родного брата. А теперь мне его чертовски не хватает. Так что ты видишь, он поймал меня на крючок. Иногда я рад, что он сделал это, но чаще я негодую. Дон Хуан сказал мне, что он должен был получить какой-нибудь знак, прежде чем выбрать кого-то. Было ли в твоем случае что-либо подобное? Да, Хенаро рассказал, что сначала он с любопытством смотрел, как сотрясается стойка, а потом он увидел, что 2 человека занимаются любовью под прилавком. Тогда он сел, чтобы посмотреть на людей, которые выйдут оттуда. Ему было любопытно узнать, кто там был. Через некоторое время за стойкой появилась девушка, но меня он пропустил. Он подумал, что это очень странно. Не мог он пропустить меня, ведь он принял решение обязательно меня увидеть. На следующий день он пришел вместе с Нагвалем, и тот тоже видел, что 2 человека занимаются любовью под прилавком, но когда они хотели засечь меня, то пропустили снова. Они вновь пришли на следующий день. Хенаро обошел вокруг и стал за стойкой, а Нагваль остался стоять перед ней. Когда я выползал, то наткнулся на Хенаро. Я думал, что он еще не увидел меня, так как был все еще скрыт куском ткани, прикрывающим маленькое квадратное отверстие, проделанное мною в боковой стенке прилавка. Я начал тявкать, чтобы он подумал, что за занавеской была собачонка. Он неожиданно зарычал и залаял, да так, что я и вправду поверил, что с той стороны меня ждет огромная и свирепая собака.
Я так перепугался, что выбежал с другой стороны прилавка и с размаху налетел на Нагваля. Если бы он был обыкновенным человеком, то я бы его опрокинул, так как врезался прямо в него. Но вместо этого он подхватил меня, как ребенка. Я был изумлен до предела. Для такого старика он был невероятно силен. Я подумал, что мог бы использовать такого силача для переноски строительных материалов. К тому же мне не хотелось терять лицо перед человеком, который видел меня выбегающим из-под прилавка. Я спросил его, не хочет ли он работать на меня. Он согласился. В тот же день он пришел в мастерскую и стал работать моим подручным. Он работал так ежедневно в течение нескольких месяцев. Эти два дьявола не оставили мне ни единого шанса. Невероятный образ Дона Хуана, работающего на Паблито, страшно развеселил меня. Паблито начал имитировать, как Дон Хуан переносил на своих плечах строительные материалы. Я должен был согласиться с Лагордой, что Паблито такой же хороший актер, как и Хосефина. Почему они пошли на все эти хлопоты, Паблито? Они должны были заманить меня. Или ты думаешь, что я повел бы себя с ними, как ты? Я с детства слышал о магах, колдунах и духах. Я, конечно, не верил всему этому ни на грош. Те, кто трепался об этом, были просто ничтожными людьми. Если бы Хинара сказал мне, что он и его друг маги, я бы распрощался с ними сразу. Но они были слишком умны для меня. Эти два лиса были весьма хитры. Они не спешили. Хинара сказал, что он ждал бы меня, даже если бы ему на это понадобилось 20 лет. Поэтому Нагваль и пошел работать на меня. Я сам попросил его об этом, так что фактически это я сам и дал им ключ. Нагваль был усердным работником. Я был немного плутоват и думал, что смогу обмануть его. Я верил, что Нагваль просто глупый старый индеец. Поэтому я сказал, что собираюсь представить его своему хозяину, как своего дедушку, иначе его не возьмут на работу. Но за это я должен получать какую-то долю его заработка. Нагваль сказал, что это его вполне устраивает. Он отдавал мне кое-что из тех нескольких песо, которые он зарабатывал ежедневно. Мой хозяин был очень впечатлен тем, что мой дедушка такой выносливый работник. Но другие парни смеялись над ним. Как ты знаешь, у него была привычка время от времени трещать всеми суставами. В мастерской он трещал ими всякий раз, когда что-нибудь нес. Люди, естественно, думали, что у него от старости уже скрипит тело. Я выглядел довольно жалко в сравнении с Нагвалем, играющим роль моего дедушки. Но к тому времени Хинара уже воспользовался моей алчностью. Он сказал, что дает Нагвалю особый состав, изготовленный из растений, делающих его сильным, как бык. Хинара сказал, что его друг ничего собой не представляет без его стрепни, и, чтобы доказать мне это, он не давал ее ему 2 дня. Без этого варева Нагваль был обычным стариком. Хинара сказал, что я также мог бы воспользоваться его снадобьем, чтобы заставлять женщин любить себя. Я очень заинтересовался этим и сказал, что мы могли бы быть партнерами, если я буду помогать ему готовить состав и давать его Нагвалю. Однажды он показал мне немного американских денег и сказал, что продал первую партию одному американцу. Этим он поймал меня на удочку, и я стал его партнером. Мы с моим партнером Хинаро имели большие замыслы. Он сказал, что мне нужно иметь собственную мастерскую, потому что с деньгами, которые мы собираемся зарабатывать на его снадобье, я смогу позволить себе все, что угодно. Я купил мастерскую, и мой партнер уплатил за нее. Так я ввязался в эту сумасбродную идею. Я знал, что мой партнер предложил мне стоящее дело, и начал работать, изготавливая его зеленую смесь. Тут у меня появилась странная уверенность, что Хинара, должно быть, использовал психотропные растения для изготовления своего снадобья. Я рассуждал, что он должен был хитростью заставить его принимать их, чтобы добиться его податливости. «Он давал тебе растения силы, Паблито?» — спросил я. «Разумеется, он давал мне зеленую массу, и я ел ее тоннами». Он описал и имитировал, как Дон Хуан сидит у дверей дома Дона Хинара в состоянии глубокой апатии, а затем внезапно оживает, как только его губы прикасаются к снадобью. Паблито сказал, что, глядя на такое превращение, он был готов попробовать его сам. «Что было в этом составе?» — спросил я. «Зеленые листья», — сказал он. «Первые попавшиеся зеленые листья. Вот таким дьяволом был Хинара.
Он обычно говорил о своем составе и заставлял меня так смеяться, что я начинал парить, как воздушный змей. Боже, как я любил те дни. У меня вырвался нервный смешок. Паблито несколько раз качнул головой и прочистил горло. Он, казалось, еле сдерживался, стараясь не заплакать. «Как я уже говорил, маэстро, — продолжал он, — мною двигала жадность. Я тайно планировал скрыться от своего партнера, когда научусь делать зеленую смесь. Хинаро, должно быть, всегда знал о моих замыслах. И перед тем, как уйти, он крепко обнял меня и сказал, что настало время выполнить мое желание. Самое время отделаться от партнера, ведь я уже научился делать зеленую смесь». Паблито встал. Глаза его увлажнились слезами. «Этот негодяй Хинаро, — сказал он тихо, — этот проклятый дьявол. Я по-настоящему любил его, и если бы я не был таким трусом, я бы и сегодня делал его зеленую смесь». Мне не хотелось больше писать. Чтобы рассеять свою печаль, я сказал Паблито, что нужно пойти и отыскать Нестора.